Прошлая неделя была отмечена двумя новостными событиями с участием Владимира Путина. Пока записывали ролик, пришла от него еще одна новость. Он опять объявил одностороннее прекращение огня в Украине на 3 дня, с 8 по 10 мая. Это хорошая новость в сравнении с отсутствием каких бы то ни было перемирий. Если бы хотя бы в течение 3 дней погибнет меньше людей, это очень хорошо. Может ли 3-дневное прекращение огня быть продлено настолько, чтобы ни одна из сторон уже не захотела возобновить стрельбу? Это возможно, но пока что мы не видим никаких явных признаков того, что Путин желает окончательно остановить всю свою движуху. Приостановить, чтобы чуть подыграть Дональду Трампу, да, может быть, но не закончить. В общем, новость хорошая. 3 дня перемирия — это намного лучше, чем 0 дней, но никаких признаков, что это приближает нас к окончанию войны, не видно. Теперь к другим новостям от российской верхушки за последнюю неделю. Первая такая. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении от ВСУ последнего населенного пункта на территории Курской области. Это вызвало реакцию у Z-военблогеров. Некоторые из них заговорили об очередном случае взятия населенных пунктов в кредит. Это когда военачальник сначала заявляет о несуществующем продвижении, а потом гонит солдат в так называемые мясные штурмы, чтобы любой ценой и как можно скорее привести действительность в соответствие с заявлением. Кстати говоря, заметка на полях. Все эти термины, наподобие «взять село в кредит» и «отправить в мясной штурм», а также понятия «калечь полк» и «обнулить» в значении «расстрелять», это все новояз, возникший в ходе так называемой специальной военной операции. Слова эти уже прочно вошли в словарь и военнослужащих, и Z-блогеров, и их читателей. Хотя всякий россиянин из 21 года, услышав их, даже не понял бы, о чем идет речь и что за антиутопию мы ему тут пересказываем. Вторая новость. На форуме муниципальных глав под названием «Малая Родина. Сила России» Путин в очередной раз задвинул речь о старой и новой элите. О каких-то элитах говорит. Какие элиты? Деньги где-то украли, вот и потом пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищают. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать, будет таким вот людям. Сегодня поговорим как раз об этой новой элите. Вскоре после выступления президента медиакомпания «Царьград», принадлежащая православному олигарху Константину Малафееву, выпустила редакционную статью. Называлась она так: «Путин подписал приговор власть имущим, не сдерживаясь в выражениях». Вот чего там пишут в этой статье. Путин произнес речь, которая произвела эффект ледяного душа на присутствующих. Он открыто раскритиковал действующую элиту, заявив, что настоящая элита страны – это те мужчины, которые в данный момент защищают Родину. По его словам, именно они составляют золотой фонд нации. Для понимания контекста стоит сказать, что на Царьграде выкладывают много публикаций, посвященных этому золотому фонду нации. Почитаем их заголовки вместе. Вот. 24 апреля. Старшина сказал: «Ты притворяешься. Если не можешь идти, ползи, тварь!» Самарца отправили воевать на костылях. Заголовок. 16 апреля. «Я отказался платить. Теперь меня хотят обнулить». Офицер рассказал Путину правду о крысах на СВО. 27 февраля. «Увезли в лес в одних тапочках. Как комбат по понятиям решал судьбы новобранцев». 1 февраля. «Лучший представитель армии. Попов за решеткой, а генералы-мясники на свободе. Дело Спартака затягивают». 16 декабря. «Я слишком много знаю, помоги мне. Мать нашла сына в морге после звонка из зоны СВО. Снова выкрутасы командиров?» Это заголовки такие. Есть ощущение, что редакция «Царьграда» сама не очень-то верит в лозунги про золотой фонд и новую элиту. В статье про приговор власть имущим и Путина, который не сдержался в выражениях, авторы воздают руки к небу и задаются вопросом: когда же начнем чистки? Даже номинируют на раскулачивание конкретных лиц. Это почему-то глава «Русала» Олег Дерипаска и председатель Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Еще Царьграду страшно не мил Петербургский экономический форум. Нашли виноватых.
Тысячи русских бойцов, находящихся на передовой, живут в сложных условиях, где единственным укрытием от дронов становятся хлипкие блиндажи. В то же время в стране вовсю готовятся к Петербургскому международному экономическому форуму, где стоимость бизнес-ланча составляет почти 5000 рублей, а ночь в отеле более 1 000 000 рублей. Развлекать гостей снова будет эпатажная певица-инстасамка с песнями о богатой жизни и беззаботном отношении к деньгам? «Царьград» — это медиакомпания весьма специфичная и сильно отличающаяся от государственных пропагандистских ресурсов. Но льет воду на ту же мельницу, что и ВГТРК. Установка такая: 30 лет Россия шла по неверному пути. Все, от рядовых граждан до коррумпированных верхов, развращены и изнежены, погрязли в потребительстве. Но ничего, теперь Владимир Путин перетряхнет страну, приучит граждан к дисциплине. Гнилые элиты заменят честными служаками, прошедшими горнило боев. У таких разговоров есть две задачи – прикладная и идеологическая. С одной стороны, это часть кампании по вербовке россиян на войну. Не все же прельщать граждан миллионами рублей. Нужно предложить им и какие-то нематериальные стимулы, хотя бы попробовать. Потому раздаются обещания. Кто пройдет фронт, тот обретет почет и власть, станет буквально представителем нового дворянства и прогонит нынешних бояр. Тех самых плохих бояр при хорошем царе. Для пущей убедительности система даже рекламирует отдельные истории успеха. В очень редких и единичных случаях отзывает какого-нибудь бойца с фронта, чтобы с большой помпой назначить его начальником стакана и графина. То есть дать должность без бюджетов и без полномочий, но с личным кабинетом и каким-нибудь другим атрибутом новой элиты. С другой стороны, в середине 20-х годов государственный официоз и частные подрядчики, вроде владельца Царьграда Малафеева, вдруг стали презентовать Путина как совершенно нового президента. Он, мол, свежее лицо. Пришел во власть и ужаснулся, что ж за последние 30 лет со страной-то сделали. Бюджеты разворованы, инфраструктура развалена. Народ растлен пепси-колой, джинсами, ипотечными квартирами и кредитными иномарками. Чиновники и олигархи растаскивают родину, строят дворцы себе и заплывают жиром. Но зато теперь, при поддержке новой элиты, героев спецоперации, Путин очистит Авгиевы конюшни, выгонит торговцев из храма, непременно, конечно, отменит реформу ЕГЭ, которую сам же и проводил, и закроет Ельцин-центр, который же сам же и открыл. Всякого россиянина, поверившего, что есть шанс войти в новое привилегированное сословие при обновленном царе, ждет масса разочарований. Отношение к российскому бойцу в гвардейской бригаде образца 25 года не лучше, чем в штрафной роте образца 42-го. А в чем-то и хуже. Отправлять раненых в бой вместо госпиталя и таким образом их добивать не приходило в голову даже Сталину. В случае же, если солдат армии России остается жив и здоров продолжительное время, в силу персонального везения, менее опасной воинской специальности или службы на сравнительно тихом направлении, в этом случае военнослужащие обнаружат, он не вернется домой героем, потому что нет механизма возвращения. Ни для мобилизованных, ни для контрактников. В пропагандистских сюжетах периодически мелькают истории. Человек пришел с войны, и на его груди блестят медали. Перед ним расстилаются ковровые дорожки. Местные чиновники и прочие тыловые крысы расплываются перед героем в улыбке. Чего изволите, господин? Или товарищ. Такие сюжеты подпитывают два мифа, которые прозвучат дико для постоянных зрителей моего канала. Однако в них действительно верят те, кто не особо следит за событиями и наши передачи не смотрят. Во-первых, с легкой руки еще прошлого министра обороны Сергея Шойгу возникло представление, будто мужчин, мобилизованных осенью 22 года, уже давно заменили контрактниками. Кроме тех, кто сам и добровольно решил остаться воевать по контракту. В действительности Шойгу лишь говорил о том, что в какой-то неясной перспективе надо будет заменить одних другими. Я бы об этом и не говорил бы, если бы не было распространенным заблуждение, будто мобилизованных в 22 году уже возвратили домой. Но нет, не возвратили, это и близко не так. Во-вторых, опять же, существует абсолютно нелепый с точки зрения вовлеченного зрителя миф о годичных контрактах с Минобороны. Уже, казалось бы, давно понятно, контракты эти продлеваются автоматически. Но человека, который по телевизору увидел историю успеха отставного СВОшника, которого привлек рекламный слоган «5 миллионов за год службы», ему на призывном пункте-то про опцию автопродления не расскажут, и по телевизору не скажут тоже.
как и про то, что от этого никак нельзя отказаться. Для российского военного, будь то мобилизованный или контрактник, не считая дезертирства, есть лишь несколько крохотных лазеек, дающих шанс на возвращение домой. Можно стать иноагентом, например. Их по закону из армии обязаны уволить. Другой способ – прямо из армии подать свою кандидатуру на какие-нибудь местные выборы и победить. Понятно, что история не массовая. Такая возможность выжить доступна единицам. Но даже в этом случае может обнаружиться: властная система в путинском государстве никаких новых элитариев не приветствует, если те не согласованы заранее. Снять с выборов несогласованного СВОшника могут точно так же, как и либерального оппозиционера. Системе они оба одинаково чужды. А если военный все же победит на выборах, его скорее убьют на фронте, чем дадут возможность вступить в должность. Один из таких случаев, далеко не единственный, приводит «Коммерсант». 10 сентября 2023 года военнослужащий Вячеслав Слепцов во время отпуска был избран главой сельского поселения в Якутии. После этого он написал рапорт на увольнение, но его все равно обязали явиться в гарнизон для мобилизации на СВО. 27 декабря 2023 года военная прокуратура подтвердила право бойца на досрочное увольнение, но даже это не помогло. В декабре 2024 Вячеслав Слепцов погиб под Макаровкой. Была еще нашумевшая история из Кировской области, где мобилизованного Никиту Горелова избрали мэром крохотного 8000-го города Сосновска. Горелов даже смог вступить в должность. Он ни разу не либерал и не оппозиционер, человек с вполне пропутинскими убеждениями. Но подвело его то, что у него вообще оказались убеждения. Он стал проявлять принципиальность и очень скоро был отправлен обратно на фронт. Прямо в должности мэра. Жители города все же как-то смогли его отбить и спасти от смерти, но случай показательный. Важно сказать, Горелов, за которого вступились люди, это мобилизованный, который по возвращении домой повесил военную форму в шкаф и надел цивильный костюм с галстуком. Но вот контрактники, которым удалось побывать в глубоком тылу, массово жалуются. К человеку в уставном камуфляже россияне равнодушны, а к человеку в камуфляже с нашивками с буквой Z и патчами по типу «Груз-200, мы вместе» окружающие так и вовсе демонстрируют неприязнь. Журналистка Ирина Новик приводит цитату военного, который побывал в отпуске. Смотрел раньше видео, как американские морпехи заходят в бар и им все аплодируют. Я искренне думал, что со мной будет так же, что тёлки будут бросать лифчики с трусами, и я буду защитник Родины. А на меня просто как на пидора смотрели. К сожалению, военнослужащий не уточнил записи, каких времен он смотрел, с барами и американскими морпехами. В США бывали времена, когда морпеху соотечественники кричали в лицо «убийца», могли и плюнуть. С упомянутыми барами отдельная история. В Рунете постоянно появляются новости, что кого-то из участников СВО или выгнали из заведения, или не пустили вовсе. Почти все подобные публикации написаны в стилистике праведного гнева по отношению к владельцам баров, кафе и ресторанов. Но вот комментаторы обычно настрой авторов не поддерживают, как и идеи о новой элите. Особенно любят обсуждать такие новости на сайте Пикабу. Сайт, на мой взгляд, как выполнял, так и выполняет до сих пор функции барометра общественных настроений. Там сейчас страшный раскол между сторонниками и противниками войны. Даже поговаривают, что сайт разделился на Пикабу и Зигабу. Но людей в армейской форме, которые приходят в бары и кафе, кажется, недолюбливают абсолютно все. Вот пример. Совсем недавний пост. Кавказская пленница выгнала русского воина. Администрации ульяновской кафешки не понравилось, что мужчина в военной форме, а не в джинсах. Почти 100% комментариев в поддержку кафешки. Я приведу даже не самые залайканные, а самые сдержанные отклики, где поменьше ненависти. Залайканные-то как-то даже неудобно тут читать. Очень спорно. Участник СВО уже не на передке, чтобы не надеть гражданку. Как же вы задолбали с такими историями. Да, хозяин заведения вправе вводить такие правила, чтобы в его кафе не заходили люди в спецодежде. Я возмущен, они там совсем охренели. А что будет дальше? Врачей в халатах в кафе не пускать? А сварщиков в робе в клубах не обслуживать? Хотя, постойте, ни тем, ни другим в спецодежде в голову не приходит в такие заведения идти почему-то. Интересно, а в бане этот участник СВО снимает свой овеянный легендами камуфляж? Приехал в город, пошел в кафе, так чего бы не переодеться?
Даже средневековые рыцари, профессиональные, по сути военные, воюющие всю жизнь на разных СВО, переодевались в гражданское платье перед походом в трактир. Это были комментарии, где акцент сделан больше на одежде, чем на людях. Что там про самих военных пишут, я читать не хочу. Это при том, что новость была подана так, что кавказское кафе оскорбило русского воина. Публика на таких сайтах в массе своей достаточно ксенофобна. Но тут не помогло даже это. В аналогичных публикациях аудитория тоже встает на сторону отказавших в обслуживании заведений. Что уж говорить про посты вроде таких. В Ревде Свердловской области боец СВО после конфликта с персоналом из-за обслуживания пытался поджечь семейное кафе с посетителями. В одном из недавних роликов я говорил, мы еще увидим объявление о приеме на работу и о сдаче квартир в аренду с ремарками, кроме участников СВО. Война еще не окончилась, число вернувшихся пока мизерное, но предположение уже, кажется, сбывается. Недавно нашумевший пост опубликовал общественный деятель Роман Юниман. Очень многие компании в России не хотят брать на работу ветеранов СВО. Нам неоднократно об этом рассказывали, и меня это, если честно, удивляет. С фронта возвращаются многие люди, которые до отправки туда были квалифицированными специалистами и приносили пользу на гражданке. Что изменилось после их военного опыта, я не понимаю. Изменился социальный статус, и совсем не так, как обещал Владимир Путин. Нынешняя война способна на какое-то время возвысить только десятки человек на всю страну. Война может дать дополнительные бенефиты старым единороссам, которые преображаются в новую элиту, отслужив в армии на особых условиях по специальным краткосрочным контрактам. Но для сотен тысяч людей социальный лифт под названием спецоперация, если в нем и удастся выжить и остаться целым, идет только вниз. Когда война завершится, выжившие участники войны вернутся домой, и вдруг окажется, что вопрос вовсе не будет в том, как стране существовать с новой элитой. Вопрос будет в том, как не допустить ситуации, когда сотни тысяч граждан с боевым опытом образуют новое социальное дно. Как избежать формирования целой страты отверженных, которых система переживала и выплюнула, которых отдельные граждане ненавидят. Такая страта под возгласы о новой элите формируется прямо сейчас. Чтобы обратить этот процесс вспять, потребуется сверхусилия государства. И, конечно же, по-настоящему новый президент, а не по-новому презентованный старый. До завтра.